Привет, девчонки, меня зовут Инна, в гостях сегодня у меня ручки Иры. В прошлый раз мы с вами вместе делали покрытие на этих руках, вернее я делала, а вы смотрели. Здесь был квадрат и красный маникюр. Это все, что осталось. В подробности я вдаваться не стала, что произошло. Что имеем, то имеем. Будем делать сегодня наращивание. Наращивание буду делать двумя способами. Сначала верхними формами, верхние формы, которые не на весь ноготь. И второй способ, о нем расскажу чуть дальше. Ногти я уже подготовила к наращиванию. Вычистила птериги. Кутикулу не убирала, но тут у нее и нет этой кутикулы, не наросла она. И вообще она не нарастает у Иры. Прошлась по поверхности пилкой. Сгладила поверхность, там были остатки базы. Обезжирила, нанесла праймер бескислотный, наношу каучуковую базу тонким втирающим слоем на все 5 ногтей, отправляю в лампу. Пока эта рука в лампе, я наношу базу на другую руку. Буду делать наращивание двумя способами, как уже сказала. На 3 я уже попробовала. Формы арочный миндаль. Вот здесь я нарастила на 3, и мне уже не нравится. Я начинаю сомневаться, что мне не нравится. В общем, ногти у Иры плоские. И эти формы подойдут, скорее всего, для ногтей, у которых есть арка, арочные ногти, хотя бы хоть немного. А на плоских ногтях этот способ наращивания у меня не получился. Разравниваю жидкостью для полигеля. Прикладываю к ноготку и прошу Иру помочь мне посветить фонариком, чтобы зафиксировать. И уже дальше отправляем в лампу на полную просушку. Сняла липкий слой. Бортик, появившийся у меня, я убираю тонкой керамической фрезой. Кое-где у меня в точках роста получились пустоты. Я даже несколько ногтей опилила пилкой. Продолжаю пилить пилкой в надежде на то, что у меня что-то из этого получится. Ну и все. В общем, я забросила ту руку, перешла к другой. Не так давно я получила типсы для наращивания. Смотрела много у кого у девочек наращивание на типсы. И мне, конечно же, тоже захотелось попробовать эти типсы. Подбираем по размеру. На ногти я уже нанесла базу. И сейчас в форму наношу ту же самую базу каучуковую. Таким не тонким слоем, а средним нужно. Вот здесь на первом я попробовала и взяла мало базы. Уберу и нанесу еще базу. И здесь также у меня не обойтись без помощи Иры, поэтому Ира мне будет помогать светить фонариком, когда мне нужно. Прикладываю
И когда вижу, что у меня база дошла до кончика натурального ногтя, вот здесь я еще смотрю на эти ногти, на результат наращивания. Получились они у меня кривые, вверх некоторые взлетели, и под некоторыми ногтями получилась у меня пустота. Поэтому все-таки я их уберу, сниму. Здесь я уже нарастила. Вот что у меня получилось. Фрезой, как вы видели, я немножко прошлась по поверхности, сгладила бортик, убрала длину до желаемой длины. Опиливаю форму миндаль. И пилкой они немного сложновато пилятся. Это типсы пластиковые. Типсы с внутренней стороны я не бафила и праймер не наносила. Нанесла сразу базу. Ну и посмотрим, с чем Ира вернется обратно. Выдержит такой способ наращивания или нет. Если вы наращивали себе на типсы, пишите, как вы это делали и как они у вас относились. И вообще, что вы думаете по поводу такого наращивания. Мне понравился этот способ наращивания. Это быстро и просто. Намного быстрее, чем на верхние формы. Поверхность нужно забафить. Прохожусь пилкой по типсам и сглаживаю переход настолько, насколько могу. Там кое-где еще нужно было срезать уголки у этих типс, потому что они вот мне только мешали. Я вот маленькой тоже фрезой керамической убирала эти уголки, выпиливала. Я хотела сначала на себе попробовать нарастить на эти типсы, а потом уже пробовать на ком-то. Но тут сегодня так получилось, что верхние формы мы попробовали, нам не понравилось. Я предложила Ире, Ира говорит, давай попробуем. Она говорит, давайте попробуем. Ира выступила у меня сегодня в качестве подопытного кролика. В общем, и эту руку я нарастила на эти же типсы. Наношу промазывающий слой геля. Набираю каплю. Выравниваю. И так как ногти у Иры плоские, в одну каплю у меня не получилось сделать выравнивание, поэтому я сделаю это в 2 этапа. Тонкой кистью помогаю там, где нужно. Дотягиваю гель. Подтягиваю с кончика к центру. Переворачиваю ручку. Проверяю, если меня все устраивает, отправляю в лампу. Цвет геля Ира выбрала сама. И дизайн. Она пришла с фотографией, то, что она хочет на ногтях своих видеть. На мой ужас не смотрите, у меня пока нет времени. Один ноготь я себе перенарастила, большой на левой руке. До остальных пока то нет времени, то нет желания, когда есть время. Скоро сделаю перенаращивание, потому что мне уже эти экстремально длинные ногти надоели, честно говоря. Форма красивая, но длину я сделала длинную. Мне неудобно с такой длиной. Таких длинных у меня еще не было никогда. Переворачиваем ручку, проверяю, отправляю в лампу.
И вот сейчас, как и говорила, так снова промазываю тонкий слой и сделаю еще раз выравнивание. Сниму липкий слой, кое-где опилю, там, где посчитаю нужным. Кое-где там гель у меня уплыл на бока. Уберу все эти наплывы, но вам показывать не буду. А вообще такой способ наращивания очень быстрый. Мне понравилось. Несмотря на то, что мне пришлось в 2 этапа делать выравнивание гелем, все равно этот способ наращивания быстрый. И если хорошо относится, то буду дальше практиковать на девочках и докуплю еще формы. Я купила несколько форм, не знаю, когда сниму распаковку, покажу вам. Купила несколько видов, но не все, которые там были. Здесь было мало геля, я добавила еще немного. Ну и все, приступаем к дизайну. На кончике я наношу на эту руку на липкий слой втирку с голографическим эффектом или голографическую втирку призма, и втираю ее спонжем. Здесь на липкий слой на этой руке, а на другой руке нам пришлось снять липкий слой, потому что Ира нацепляла волос где-то с кофты, скорее всего. Мы там сняли, и вот на липкий слой втирка получилась у нас. В общем, на липкий слой нам понравилось больше, как получилось. А там, где сняли липкий слой, там не так ярко выглядит эта втирка. Получилось. Втирала спонжиком, и спонжик у меня начал крошиться. Приходилось убирать эти крупинки спонжика. Сначала втираю в кончик и чуть-чуть потом поднимаюсь наверх. Не опиливала кончик, не проходилась праймером по торцу. Сразу перекрою топом без липкого слоя. Как думаете, облезет втирка или нет? Я думаю, не должна. Ну, кто знает. Через месяц посмотрим, с чем Ира вернется обратно. У меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пишите, пробовали ли вы наращивать на типсы. Всем пока!